Что ты делаешь в пустыне в одних трусах? Это же опасно. Кого ты видишь перед собой? Мне не грозит опасность, Женя. Я есть опасность. Кто-то откроет дверь и словит пулю. Думаешь, я такой? Нет, это я постучусь в дверь. Окей. Я тут перечитал наш сценарий, и в самом отстойном эпизоде, где авторство, смотри, написано неким АТ, звездой и полной тишиной. АТ, как ты думаешь, кто же это может быть? Артемий Троицкий? Анатолий Тайсон? Ануар Тлегенов? Я попался. Штат Нью-Мексико по прозвищу Земля Очарования приютил у себя завод по производству чистейшего мета. Именно ассоциация с метамфетамином приходит в голову, когда упоминают штат Нью-Мексико. Ведь как раз на этой земле и велись съемки сериала «Во все тяжкие». А все могло сложиться иначе. Ведь изначально снимать сериал планировали в городе Риверсайд в штате Калифорния. Но в целях экономии местом съемок стал город Альбукерке. И теперь знакомые места из сериала фактически стали достопримечательностями штата. А здесь сидит человек, которому нужно звонить, если варишь мед. А это дом, где он жил и думал, как варить мед. Место, где он мыл машины и отмывал деньги, полученные от варки мета. Место, где владельцем был газ, который использовал его для прикрытия варки мета. Серьезно? Don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Естественно, кроме сериала «Во все тяжкие», Альбукерке известен множеством достопримечательностей. Например, в городе есть Национальный музей ядерной науки и истории. Но я пришел сюда, чтобы рассказывать про сериал и говорить факты о городе. Как вы видите, факты о городе у меня закончились. Дом главного героя находится в спокойном районе Альбукерке. Правда, после выхода сериала район этот спокойным не назвать. По крайней мере, реальные хозяева этого дома явно устали от внимания фанатов. Bitch, little bitch. I made you my bitch, Jesse. Bitch. Yeah, bitch. Jesse. Bitch. No, I am the danger. I am the one who knocks. Say my name, Mr. White. Goddamn right. Hank. Say my name. Willy Wonka. What? Но стоит понимать, что если открываешь ворота Уолтеру Уайту, хорошего не жди. Особенно если Уолтер из последних сезонов. А популярность неудивительна. Все же «Во все тяжкие» попал в книгу рекордов Гиннесса, как сериал с самым высоким рейтингом. Закусочная Твистерс — прототип ресторана Лос Полос Херманос. И отличается она от того, что показано в сериале, лишь расположением столиков. Но еще вроде как они не ответственны за мед. Также в городе Альбукерке можно приобрести пончики, покрытые метом. Стоит такая сладость $6, и после нее нет никаких последствий, кроме ожирения. Если бы на этих пончиках был бы настоящий мед, мы бы исхудали бы, как жертвы Бухенвальда. Откуда ты столько знаешь про мед? Ну, как раз смотришь все тяжкие, как-то невольно сам втягиваешься во всю эту тему. Но, кстати, а как думаешь, где тут русские?
борщ. Наваристый Ивана Колада. Дай! Мы отправились за отборным метом, дабы из этого штата увезти полезный во всех смыслах артефакт, который помог бы в России снять свою версию во все тяжкие. В Колумбии же сняли. Si no nos mata, yo le doy mi receta. И у нас под метом снимут. И пока мы едем, стоит сказать об упущенных славных местах на отрезке Луизиана-Нью-Мексико. Во-первых, мы забыли рассказать о двух небезызвестных локациях в самом штате Луизиана, которые находятся в паре километрах друг от друга. Йо-йо-йо! Именно здесь, сотни лет назад, черных братьев сравняли с землей, но был один, который не сдался. Его звали Django, have you never loved again? Love will live on war. Life must go on war. For you cannot spend your life regretting. Ну а во-вторых, это знаменитый придорожный ресторан в штате Техас, открытый в 60-х годах на шоссе 66. А знаменитый ресторан своим способом зазывать голодных путников, так как путникам предлагают сожрать 2-килограммовый стейк, который называется «Король Техаса». В бонус идет картошечка и хлеб с маслом. При этом платить за блюдо не надо, но с одним условием – сожрать необходимо все, что подали, подчистую. А иначе голодного путника ждет счет на $72. Стоит сказать, что данное привлекательное предложение быстро превратилось в культ, и многие начали использовать подобное. Ну, лучше всего, конечно, побывать в Амарилло, штат Техас, и посетить именно первооткрывателей убийства желудка килограммами мяса. Стейк брать не обязательно, а вот восхититься местным убранством, оформлением, историей заведения, попутными развлечениями, а также контингентом, все это сделать необходимо безусловно. Ну а фирменный стейк, на него можно поглазеть, или можно поглазеть, как его пытаются одолеть очередные дерзкие представители рода человеческого. Для безопасности можно взять порцию меньше, да и дешевле. А если повезет, то Град составит вам компанию. Strangers in the night, exchanging glances, wondering what were Это the был chances эксгибиционист? we'd be sharing love Вот так-то лучше. before the night was through. А вот и наш артефакт. И как ты собираешься его провозить? Как в себе? Ладно, шучу, что-нибудь придумаем. Ну а как известно, лучшее место для обдумывания перевоза всякого в себе — это непримечательный придорожный мотель на приличном расстоянии от крупного города. Мы выбрали Ригал, его вывеска казалась родной и знакомой, будто я ее где-то уже видел.
Хэштег Якуб in the house. Хэштег Усач снова в деле. Что ж так жарко-то, а? Я так... Тут какой-то портфель. Какая-то фигня с вентиляцией. Вентиляции? Этот номер мне кажется знаком. Повезло тебе, дружок. Ну а если вы хотите больше ярких эмоций, угадывайте, какие фильмы будут в следующем эпизоде и получайте приз. Ссылка в описании.